Вышли в 5:15 на Калапатар. Уже прошли такую нормальную часть пути. Остановились на первый привал, пьем чаек. Идется, в общем-то, хорошо, да? Да. Ветра нет. Потому что уже есть акклиматизация. Да и погодка хорошая, нету ветра. Сейчас, как мы вышли с Горакшепа, поднялись уже больше, чем на 200 метров. И вот застали рассвет. Очень красиво, когда горы окрашиваются первыми лучами солнца. Само солнце выйдет позже из-за Эвереста. Вот он черный перед нами. А вот Пумори. Красавица. Кто-то уже даже спускается. Друзья, мы на Калапатаре. Высота примерно 5645. Немножко выше Эльбруса. Сейчас расскажу, что мы одеты. Начнем с ног. На ногах обычные ботинки и непальские носки у меня за $1,5. Честно скажу, ноги замерзли, пальцы мерзнут. Хотя сейчас на самом деле не сильно холодно. Дальше идут пуховые или прямолофтые штаны-самосбросы. И снизу термобелье. В 2 шарах штанов это, в принципе, подниматься было комфортно. Сверху у меня идет термобелье под низом. Тонкий флис, пуховая курточка и мембранная курточка как 4-й слой. Вот в 4 слоях шел, было комфортно, было окей. Если было немножко жарко, я расстебался, было немножко холодно, застебался. Сверху на голове шапка, на шее обязательно баф. Кроме этого, в рюкзаке у меня была теплая пуховая курточка и солнцезащитные очки, которые я сейчас уже одел. На руках у меня были тонкие перчатки. Но на самом деле этого мало обычным людям, скажем так. Нужно, ну протяни руку, нужно брать или вот такие типа верхонок, или можно брать лыжные, которые тоже более теплые. В принципе, на этом все по одежде. Ходите на Калапатар и не мерзните. На Калапатар поднялись всего за 2 часа. Это, в принципе, хорошее время. Думаю, сказывается наша акклиматизация после Гокиори и после Челапаса. Полчаса вот пофоткались. Сзади, кстати, вон Амадаблам. Очень красивая. Полчаса пофоткались и начинаем спуск к нашей лодже. Завтракаем. Сегодня еще 16, может даже 17 километров в Пангбоче. Все, идем вниз. На пути между Лабучи и Феричи есть место с мемориалами памяти всем погибшим Гималаям. Новая табличка очень грустная добавилась с Иваном Томовым, который погиб в прошлом году на Лходзе после вершины на 7804 лагере. Вместе мы были на Манаслу, очень быстро ходил, очень такой сильный был восходитель, но всякое бывает. А мы сейчас за перевал и идем вниз. Четырнадцатый день программы, мы в окружении песиков. Можно расплачиваться за коммуналку, да? На самом деле сегодня уже спускаемся в Намче-Базар, цивилизацию. Ночью неожиданно выпало сантиметров 7-8 снега. Мы уже так надеялись, что ушли с зимы в весну. А вот зима нас догоняет и пока не отпускает. Здесь в облаках должна открываться Амадаблам. Но сегодня все затянуто, ничего не видно. Ну ничего,
На горы мы уже насмотрелись, теперь хочется в тепло и немножко домой, да? Что, говорим спасибо этому дому и идем к другому. Хотели уже весны, но сегодня вот сильно припорошило снегом, зато посмотрите, какая настоящая зимняя сказка. И настоящий сказочный лес у нас. Очень красиво. Пришли в монастырь Тянгбоче, один из самых почитаемых монастырей среди шерпов, на высоте 3800. Покажу большой барабан, который нужно прокрутить трижды. Пятнадцатый день программы. Сегодня мы выходим с Намча и спускаемся в Луклу. 18 километров, длинный день. Большинство, конечно, вниз, это радует. Но, кроме всего прочего, мы же помним, что сейчас какой? 2020 год. 20-й, да. И сегодня утром в 6 утра правительство Непала объявило чрезвычайное положение и закрыло все трансферы, закрыла все кафешки в Катманду, закрываются все отели. Собственно, и наш перелет с Луклы в Собственно, и наш перелет с Луклы в Катманду тоже отменен, как и все остальные внутренние рейсы. Поэтому идем в Луклу. А дальше будем смотреть, что делать. Есть надежда, что сегодня же правительство Непала примет какое-то постановление про эвакуацию туристов. Но пока это только надежда. Будем смотреть. Ждет подъемов, сколько нас еще ждет вершин. А оказывается, эти 2 недели пролетели как один миг. Жаль, конечно, что все заканчивается. Очень бы хотелось. Не заканчивается. Нет, нет, заканчивается именно вот трекинговая часть. Да, впереди еще у нас такие приключения. Я думаю, что мы будем долго вспоминать. Может быть, еще и другие нас ждут приключения. Возможно, плюс 3 дня трекинга. Что все будет хорошо. Да, будет. И Толик довезет нас на вертолете. Около 8 часов, и мы дошли в Луклу. Переход долгий, изматывающий. Уже много воздуха, много зелени, солнце, тепло. Это немножко расслабляет. Не хочется подниматься, хочется идти в лучшем случае по ровному. И хочется завтра улететь в Катманду. Пока решаем с авиалиниями. Посмотрим, получится или нет. Нам не удалось вылететь ни на следующий день, ни через день, а удалось только через 4. Мы попали в Катманду, который был под полным локдауном. Фактически 2 недели просидели безвылазно в отеле и с трудом вернулись домой.
Об этом есть отдельное видео, более детальное у меня на канале, ссылочка в описании. Всем приятного просмотра. Друзья, намасте, теперь уже с Киева. Наше видео о трекинге к базовому лагерю Эвереста через озера Гокио мы решили сделать еще полезней и информативней. В конце записал вот такую вставочку с ответами на все самые часто задаваемые вопросы. Я их собрал себе в телефон, сейчас буду читать и сразу сходу отвечать. Первый вопрос, такой популярный: зачем идти на трекинг к Эвересту через Гокио в марте, когда третье озеро самое красивое еще подо льдом? И вообще, когда лучше ходить в этот трек? Отвечу сразу, почему в марте. В марте, наверное, для большинства участников есть такой стимул: этот трекинг веду я. Для меня этот трек служит акклиматизацией к будущему восхождению на 8000-ник. Это может быть там Эверест, Ходзе, Макалу. Ну, в общем, перед будущей экспедицией я люблю сходить в трекинг, акклиматизироваться там, выспаться, а заодно и набираю группу, и, собственно, мы можем пройти этот трек в марте. Кроме того, может, кто-то уже засиделся зимой дома, ему хочется куда-то выбраться, поэтому люди идут в марте. Но, объективно говоря, март далеко не лучший сезон, пускай там не всегда так снежно, как на моих видео вы видите, это больше в порядке исключения столько снега, но тем не менее озера там всегда подо льдом. Вот второе, третье, оно всегда будет подо льдом, и такой красоты, как в том же апреле, вы уже не увидите. Так что, если вы выбираете весенний сезон, мой совет: идите в апреле или там на майские праздники. Во-первых, рододендроны будут цвести уже более массово, они будут цвести на высоте примерно 3,5 до 4000 метров. Во-вторых, озера откроются. В-третьих, в начале апреля стартуют все эверестовские экспедиции, то есть если там старт вашего похода тоже приходится на начало апреля, к моменту, когда вы придете в базовый лагерь, вы уже повстречаете там всех восходителей, и там уже будет такая движуха, и вы сможете посмотреть, как что происходит. А собственно наши куларовские группы, если у нас одновременно проходит экспедиция на вершину, они зачастую могут пройти прямо к нам в палатку, и мы их там кормим чаем, даем какое-то пироженка, тортик и общаемся с ними. Это тоже такой крутой опыт для трекеров, пообщаться с восходителями на вершину. Есть и второй сезон. Это осенний сезон, он, наверное, самый популярный, если взять по миру, потому что осенью погода более устойчивая, меньше дождей, меньше облаков, то есть вам открываются более красивые пейзажи, но в то же время осенью нету базового лагеря. Осенью экспедиции на Эверест в большинстве своем не проходят, поэтому базлаг будет совершенно пустой, и вот такой движухи жизни вы не увидите. В то же время для того, кто хочет побыть более там наедине в базлаге, как-то немножко прогуляться по Кхумбу в одиночестве, то осень, наверное, подойдет лучше. Кроме того, осенью не цветут рододендроны, поэтому выбирайте кто что хочет. Кому более стабильную погоду и пейзажи со 100% видимостью, тому лучше идти осенью. Кому интереснее цветущие рододендроны, это очень красиво, и жизнь в базовом лагере, тому лучше идти весной. Так, второй вопрос: это сложность трека, можно ли новичкам? Данный трек у нас, сложность его обозначается как очень высокая. И это действительно один из самых сложных треков в Непале, которые у нас есть. Но попробую объяснить почему. Во-первых, переходы и километраж. Километраж переходов небольшой, резких наборов высоты фактически нету, и физически сами по себе переходы есть несложные. Но этот трек очень высотный, он проходит в среднем на высоте выше 4000. У нас 9 ночевок, по-моему, на высоте от 400 до 500. И большинство с них ближе к 5. Что это значит? Это значит, во-первых, само ощущение высоты. Кстати, наверное, через 2 недели у нас на канале выйдет крутой видосик, где я постараюсь рассказать абсолютно все о горной болезни. И причем сделать это такими простыми словами, чтобы было всем все понятно. Так вот, во-первых, это сама большая высота, это какая-то головная боль, немножко усталость. Во-вторых, это холод, который есть таким незаменимым спутником высоты. Утром вы просыпаетесь, вам сразу нужно одеть пуховку, вам иногда нужно разбить лед, чтобы умыться. И то есть нужно просто быть готовым к таким условиям и понимать, что вам придется немножко потерпеть такие сложности. Но в то же время, как по мне, те красоты, которые открываются на данном треке, они 1000 раз стоят любых сложностей, может даже намного более сильных.
Сколько всего нужно денег на поездку? Собственно, из чего состоит стоимость самого путешествия, мероприятия в целом? Первое – это стоимость самой программы у нас у Кулуара. На данный момент это $880. Возможны скидки там 10-20%. В принципе, за каждого приведенного друга мы даем 10% скидки, это уже $88. То есть вы можете набирать компанию и получать большую скидку и делать себе поход дешевле. Далее есть стоимости, на которые можно как-то тоже влиять, но на самом деле меньше. $140 за портера. Нужен ли вам портер, мы разберем чуть позже. $380 это внутренний перелет Катманду, Лукла, Катманду на таких маленьких самолетиках. $400 в среднем уходит на питание, на трек и на питание в городах. Ну и примерно $600 это на внешний перелет с вашего города жительства в Катманду, и где-то $200 про запас стоит взять с собой на всякие сувениры и на непредвиденные расходы. Итого общая сумма, в которую вам обойдется все путешествие, будет примерно $2500-2600, ну так под ключ можно сказать. В какой валюте, можно ли снять деньги с банкомата? Цены у нас в долларах, и расплачиваться лучше, конечно, с нами в долларах, но в теории вы можете взять с собой и евро. В Непале можно поменять как доллары, так и евро в обменниках. У нас есть специальные точки, где нам дают немножко более выгодный курс, чем везде. Коронавирус. В общем, у нас есть специальные точки, где дают более выгодный курс, чем в обычных обменниках. И мы все деньги меняем на рупии. Ну, то есть мы оплачиваем внутренний перелет и стоимость программы в долларах, а все расходы на питание и на какие-то сувениры, все это уже нужно будет делать в рупиях. И то есть наш гид всех вас соберет и отведет в специальную точку, там вы все поменяете. Можно ли снять деньги с банкоматов? Да, это можно сделать, но я бы рассматривал это как крайний вариант. Во-первых, в банкоматах есть ограничение до $300 за одну операцию. Во-вторых, почему это важно? Потому что за каждую операцию есть комиссия в $5. То есть, если вы будете снимать по $100 3 раза, то вы заплатите $15 комиссии. Если вы за раз снимете на $300, ну, выдает в рупиях, то вы заплатите $5 комиссии, плюс какие-то внутренние комиссии ваших банков за конвертации. Поэтому я не знаю, можете считать, выгодно вам это или нет, но мое видение, нужно брать наличку, а если уже наличка закончится, тогда расплачиваться картой. Кроме того, картой можно заплатить в многих магазинах и ресторанах, но зачастую при оплате картой в магазине дают плюс 4% к цене. Ну, собственно, они не хотят нести бремя комиссии на себе, и они перекладывают его на вас. Что делать, если накрыла горняшка, как часто случаются эвакуации? Ну, опять же, о горняшке я отдельно расскажу в следующем видео, здесь только так вкратце. Во-первых, есть несколько сценариев, когда вас накрывает горняшка. Ну, во-первых, мы стараемся ее не допустить, и у нас случаются такие приступы острой горной болезни, наверное, в 1% случаев, может где-то 1,5% от всех участников. За год с нами проходит 200-220 участников в среднем по Непалу, и у нас бывает около 2 или 3 эвакуаций на вертолете. Мне кажется, это на самом деле немного. Остальные все доходят трекинг, проходят полностью маршрут, поэтому нужно понимать, что вот есть риск около 1%. В зависимости, собственно, от сложности горняшки и от ее стадии, там уже мы будем смотреть по месту, это будет определять гид. Или там эвакуировать вас на вертолете, или можно условно оставить в определенной точке, подождать группу на один день вместе с портером, допустим, вы остаетесь, и группа через день вас просто догоняет на обратном пути по маршруту. Ну, то есть это уже такое очень индивидуально все. Но самый крайний случай — это эвакуация на вертолете. Эвакуация стоит от 2 до 4 или может даже до $5000. Конечно, со своего кармана платить такие деньги никому не охота, я думаю. Поэтому нужно оформить хорошую страховку. И вот это тоже популярный вопрос, какую страховку нужно оформить для Непала. Мы даже сделали отдельную статью, чтобы там очень долго не рассказывать о всяких тонкостях. Я просто оставлю ссылочку на статью, там есть рекомендации компаний и контакты, куда нужно написать. У нас есть партнер, вы можете просто сказать, что идете в трекинг в Непал с Кулуар, и он, собственно, оформит вам нужную страховку, это будет легче всего.
Но если вкратце, то страховка обязательно должна включать вертолетную эвакуацию. Это основное требование. Без страховки, конечно, в поход в трек с нами вы просто не пойдете. Можно ли брать свою горелку и сублиматы, чтобы сэкономить? Одна из таких весомых складовых расходов в Непале – это питание. Кто не знает, расскажу, как оно организовано. Дело в том, что на трекинге мы живем в лоджах, и в той же лодже, где вы ночуете, принято питаться, потому что хозяева лоджии именно на питании зарабатывают. Питание в среднем обходится, в зависимости от региона, высоты, оно может отличаться, но в среднем это там 20-30 долларов в день. Собственно, если трекинг идет 15 дней, то это там около 400 долларов, это весомая сумма. И постает вопрос, как можно сэкономить. Есть вариант брать свою горелку. На самом деле, когда большая группа, это, конечно, не очень удобно, но тем не менее, если вопрос финансов стоит остро, то в принципе можно взять свою горелку и хотя бы делать кипяток, потому что на высоте в 5000 чашка просто кипяченой воды тоже будет стоить 1 доллар. Поэтому проще самому закипятить там воду, перекипятить, это будет намного дешевле, конечно. Но в то же время полностью переходить на свое питание нельзя, из-за этого начинается куча проблем, нужно выбирать какой-то комбинированный вариант. Условно, завтрак у вас свой, вы там запариваете какую-то овсяную кашу и там делаете себе кипяточек воды, а ужин и обед вы кушаете в лодже. Таким образом вы экономите там 5-6 долларов на завтраке. Или, допустим, вы берете основное блюдо, а чая не берете. Чай вы кипятите себе самостоятельно. Таким образом экономите на кипятке. То есть, в принципе, можно, но нужно тоже подходить с уважением к местным хозяевам и относиться к этому с пониманием. Воду пить только покупную или можно набирать с источников, очищать ли таблетками? Мое личное мнение, что вокруг воды в Гималаях, в Непале на трекингах раздули очень большой миф. Мол, говорят, что не стоит пить воду, которая течет с источников, можно получить отравление, и покупайте воду в бутылках. Я на самом деле думаю, что как я сам делаю, выше 3500 метров я фактически никогда не покупаю воду в бутылке. Когда литр обычной воды стоит уже там 2, 3, 4, а иногда и 5 долларов, а вам нужно минимум 3 литра воды выпивать в день, чтобы избежать дегидратации, это уже там 10 долларов в день только на воду. Собственно, что я делаю? Я набираю воду в бутылке с источников и не переживаю по этому поводу, и никогда никаких проблем у меня с этим не было. Единственное, нужно набирать воду с правильных источников, потому что смотрите, чтобы выше не стояло селение, в Непале это редко бывает, или чтобы там не паслись яки. Если же вода вытекает, условно говоря, родник бьет из земли, то с такого родника набирать воду проблем никаких нет, вода просто вкуснейшая и одна из лучших, которую я пил. В то же время на высоте Намче-Базара, это 3500 и ниже, вода стоит 1 доллар за бутылку, и это, я считаю, уже такая приемлемая цена, и там я уже просто покупаю воду бутылированную. Немножко могу посчитать вам денег, почему непальцам выгодно поддерживать миф о том, что нужно покупать воду именно бутылированную. За год трекинг к Эвересту проходит около 35 тысяч туристов. Если взять в среднем, они там покупают по 2-3 литра воды в день, там она стоит от доллара до 4 наверху. Условно, один трекер может тратить в день на воду, пускай даже там минимум 5, в среднем 10 долларов. Давайте 5 возьмем, так по минимуму посчитаем. 5 долларов в день, это 12 дней трекинга. 5, что мы множим на 12, это 60 долларов с одного туриста минимум. На 35 тысяч множим. И мы получаем 2 миллиона 100 тысяч долларов только на воде. И, конечно, для Непала это весомая очень сумма. И поэтому они стараются всячески поддерживать миф о том, что набирать воду не рекомендуется, что лучше пить ее с бутылок. Повторюсь, я набираю, никаких проблем еще не видел. Вот так вот. По таблеткам. Таблетки я не люблю для дезинфекции, не использую, потому что они воняют сильно хлоркой. И мне не нравится вкус этой воды, поэтому я ими не пользуюсь. Мобильная связь, интернет на маршруте и сколько это стоит. До высоты 4000 метров фактически повсюду есть 4G.
ну может 3G, может 4G. Вы можете купить в Непале карточку местного оператора Ncell, пополнить там за $10, купить 15 гигабайт. И условно вот первые несколько дней, пока вы в Намче-базаре и еще один день после Намче-базара, вы можете пользоваться мобильным интернетом. После этого связь уже не ловит, но в каждой лодже есть новая система, ну как новая, ей буквально 3 года, по-моему. Она называется Everest Link. Это Wi-Fi, который есть в каждой лодже, вы подключаетесь, он работает по специальным карточкам. Тарифы каждый год фактически меняются. Последние были такие. За 10 гигабайт интернета нужно было заплатить $20, и можно им пользоваться на протяжении месяца, хотя на самом деле всем надо неделю. За 1 гигабайт интернета вы платили $6 и могли пользоваться 1 день. Сразу отмечу, что по одной карточке можно подключить только один девайс. Условно, если вы ввели там пароль и логин карточки в одном телефоне, потом вышли в надежде, что сможете подключить второй, так это не работает. На один телефон ввели, только им можно и пользоваться в интернете. Так, нужен ли портер, можно без него, сколько стоит? Мы настоятельно рекомендуем всем участникам брать с собой портера, даже я его беру, ну у меня там сейчас много очень техники, килограмм 5 для этих всяких съемок видео. Но тем не менее, я тоже беру себе портера. Для чего? Чтобы можно было просто наслаждаться пейзажами в большей степени, а не пыхтеть там под рюкзаком. Поэтому всем, кто, ну, у кого нету там какого-то жесткого спортивного интереса, кому неохота там прям испытать себя так сурово, кто не хочет рассказывать, что он ходил там без портера, когда все шли с портером, а кто хочет просто получить больше удовольствия и наслаждения от пейзажа, берите портера, ну, не прогадаете. В то же время часто, ну и как часто, иногда, наверное, 10% участников встречаются, которые не берут портера, которые несут все свои вещи на себе. На самом деле это тоже нормальный рабочий вариант. Вес вашего рюкзака будет меньше 15 килограмм. Это не так и много. Можно ходить под таким рюкзаком, и это будет окей. Идти с рюкзаком я рекомендую, если у вас есть свой опыт личный, и если вы уже ходили с рюкзаком, и если вы понимаете, чего ожидать от высоты. Потому что общая усталость тоже негативно влияет на акклиматизацию. Как не пропустить следующее видео на канале? Такой тоже вопрос кто-то задавал, или я его сам, может, придумал. Но в общем, как не пропустить видео? Нажимайте кнопку подписаться на канал. Там потом появляется колокольчик, нажимайте на колокольчик, и тогда нотификации будут приходить вам на почту, и больше видео вы не пропустите. Всегда ходил в кроссовках, насколько необходимы ботинки. Если вы идете в трекинг к Эвересту через Гокио, сейчас мы говорим именно о нем, то ботинки брать обязательно. Если вы идете в марте, во-первых, вы рискуете, что будет очень много снега. В таком случае я даже рекомендую взять там 2 пары обуви основной. Это могут быть большие ботинки и там полуботинки или кроссовки, потому что одна пара, скорее всего, у вас промокнет. Если же вы идете там осенью, когда снега точно не будет много, то все равно трекинг имеет такой сложный рельеф, плюс утром будет очень холодно во время восхождений на Калапатар, на Гокио-ри, поэтому ботинки трекинговые брать обязательно. Это могут быть ботинки не для тяжелого трекинга, могут быть для легкого трекинга, но они должны быть высокие и должны держать вашу щиколотку. Дома зимой до минус 15 хожу в теплой кофте плюс легкая куртка. На трек пуховку можно не покупать. Это вопрос о теплых вещах на трекинге. Но на самом деле, когда даже зимой минус 15 на улице, то вы не проводите сильно много времени на улице при такой температуре. Чаще всего вы условно выходите из дому, там садитесь в такси, в маршрутку, в машину, приезжаете в какое-то место и опять заходите в помещение. То есть время, которое вы проводите на улице, может вы час там проведете, оно не сильно большое, и вы не успеваете нормально остыть. Это первый фактор. Второй фактор — это высота. На высоте, особенно когда акклиматизация плохая, вы мерзнете намного сильнее, чем внизу. Исходя именно из этих соображений, количество времени, которое вы проводите на холоде, и высоты, брать теплые вещи на трекинг к Эвересту просто обязательно. Берите толстую пуховку, которая будет на минус 10, минус 15 комфорта рассчитана.
под нее вы пододенете толстую флиску, а под низ еще и термокофту какую-то. И в принципе в таком наборе вам будет комфортно вечерами. Особенно холодно бывает вот именно вечером, когда вы не на переходе, когда не двигаетесь, а когда просто сидите и ждете. Поэтому теплые вещи еще никому не мешали на этом треке, берите их побольше. Как пережить неделю без душа, когда можно помыться? Ну, одна из сложностей трека, особенно для девушек, это вопрос гигиены, вопрос душа. Мы стараемся там, где это возможно, бронировать лоджии, в которых есть теплый душ и в котором он номере. Для Непала это, конечно, редкость, но тем не менее часто так получается. Например, в Намче-Базар мы там 2 ночи ночуем по пути туда и 2 ночи на спуске с базового лагеря. Мы обязательно бронируем лоджию, в которой есть горячий душ, и там можно будет помыться. Но тем не менее на треке будет несколько дней, где душ находится на улице, где он какой-то газовый. И надо понимать, что непальский душ, который на высоте, это такое небольшое кирпичное здание со щелями, куда задувает ветер и где весьма холодно. То есть если вы попробуете помыться под таким душем, душ еще течет очень медленно, очень небольшой струйкой. Если вы попробуете помыться под таким душем на высоте 4500, потом выйдете на улицу в минус 10, очень большой шанс заболеть. Поэтому я сильно не рекомендую мыться в подобных душах. Лучше несколько дней переходить там условно не настолько чистой, но зато таки дойти трекинг до конца. Что еще по душу? По душу все наши эверестовские группы, все наши трекинги ночуем в пирамиде. Пирамида это очень классное место. Заброшенная итальянская обсерватория. В предыдущей серии вы, кстати, могли видеть пирамиду. Кто не смотрел, то здесь тоже мы оставим где-то ссылочку, можете перейти посмотреть. Там есть горячий душ, и там тоже можно помыться. Это высота 5000, и это сама середина вот трека, который проходит, собственно, без душевого этого участка на высоте. Еще один вариант это влажные салфетки. Просто берем побольше влажных салфеток и перед сном просто обтираемся влажными салфетками. Это тоже помогает и тоже спасает. И на самом деле, если в городе я сам не могу прожить день, чтобы не сходить в душ 1 или 2 раза, то в горах иногда 3 дня, иногда ты неделю без душа, и ты себя чувствуешь намного комфортнее, чем тут внизу. Поэтому не сильно пугайтесь того, что не будет душа там несколько дней. Как часто бывают задержки или переносы рейсов в Луклу? Что в таком случае? Лукла это один из самых опасных и таких непредсказуемых аэропортов в мире. Там зачастую опускаются облака и рейсы просто отменяются. Собственно, вы могли видеть в начале видео, как мы вылетали в Луклу. В этот раз мы вылетели без всяких приключений, к слову. И отдельно у меня по аэропорту Луклы записан тоже видео, мы тоже оставим где-то ссылочку, где-то здесь она будет, можете посмотреть более детально. Но если вкратце, рейсы на Луклу часто переносятся, даже не буду сказать в каком проценте случаев, но у меня такое было, вот я 11 или 12 раз уже летал в Луклу и 2-3 раза рейсы переносили. В таком случае мы стараемся договориться, во-первых, с вертолетами. Иногда можно доплатить там 50-100 долларов к стоимости авиабилета и улететь на вертолете. Это оптимальный вариант, потому что не сдвигается график похода. Дело в том, что все лоджии на маршруте мы бронируем заранее, чтобы не было ситуации, когда группа проходит, а там наша любимая лоджия занята. Поэтому мы все лоджии бронируем заранее. Если, допустим, мы не вылетаем в Луклу, то весь график сдвигается и нам приходится перебронировать. Это на самом деле напряжно для нас. Поэтому, во-первых, мы стараемся договориться за вертолеты. Если не получается с вертолетами улететь, такое было у меня, кажется, 1 раз, вот с 12 моих полетов, тогда мы ждем следующего дня и улетаем на следующий день. Или там еще через день, но это, конечно, такие неприятные моменты, но тем не менее они не так часто случаются. Друзья, это были самые часто задаваемые вопросы о трекинге к Эвересту через Гокио. Постарался на них ответить сразу и детально, и как-то быстро. Надеюсь, больше у вас вопросов по этому треку не останется. Если же останется, вы можете написать или мне, или нашему менеджеру, мы на них с радостью ответим. Это один из красивейших треков, всем его настоятельно рекомендую, ссылочку мы тоже оставили. И до встречи в Непале, я туда отправлюсь уже следующей весной 2021 года. Пока.